Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в путешествие по самым загадочным археологическим открытиям Древнего Египта. Местам, которые заставляют нас пересмотреть все, что мы знаем о прошлом. Это не просто пирамиды и фараоны. Это история о технологиях, которые кажутся невозможными, о тайнах, которые до сих пор не дают покоя ученым, и о находках, которые намекают, а что если Египет был лишь наследником гораздо более древней цивилизации? Погрузимся в эту тему с головой. От массивных саркофагов Серапеума до таинственного Осириона в Абидосе. Готовы? Тогда начнем. Первую остановку сделаем в Серапеуме в Саккаре, подземном некрополе недалеко от Каира. Представьте себе, длинные темные коридоры, вырезанные в скале, а в них гигантские гранитные саркофаги. Каждый весит от 60 до 100 тонн, а крышка – еще 30 тонн. Но вес – это еще не самое странное. Эти саркофаги сделаны с такой точностью, что современные инженеры только разводят руками. Идеальные прямые углы, поверхности, отполированные до зеркального блеска, стенки одинаковой толщины с погрешностью в доли миллиметра. Серьезно, как это вообще возможно? Официально считается, что саркофаги предназначались для захоронения священных быков Апис, символов бога Птаха. Но вот вопрос, зачем для быков такие сложные гробы? Почему они выглядят так, будто их создавали с ювелирной точностью? Ведь медные инструменты древних египтян, которые, по мнению историков, использовались в те времена, просто не могли справиться с гранитом, одним из самых твердых материалов на планете. А теперь добавим интриги. На некоторых саркофагах есть следы, которые напоминают работу высокоскоростных пил или даже алмазных сверл. Такие технологии появились только в 20 веке. Некоторые исследователи, вроде инженера Криса Данна, предполагают, что египтяне могли использовать ультразвуковые инструменты или что-то еще более продвинутое. Звучит как фантастика, правда? Но как тогда объяснить эти следы? Еще одна загадка – назначение саркофагов. Если это гробы для быков, то почему многие из них найдены пустыми? И почему их размеры и форма так идеальны, что наводят на мысли о чем-то большем? Например, об энергетических устройствах или контейнерах для хранения чего-то важного. Есть гипотеза, что Серапеум мог быть частью некой древней технологической системы, связанной с пирамидами. Но какой? Ответа пока нет, но эти вопросы заставляют задуматься. А что мы вообще знаем о Древнем Египте? Теперь перенесемся к еще одной сенсации – гробнице Клеопатры. Да, той самой легендарной царицы, чья жизнь окутана мифами. Недавние раскопки в храме Тапосирис Магна, которые ведет археолог Кэтлин Мартинес при поддержке Захи Хаваса, приблизили нас к разгадке одной из величайших тайн истории. Этот храм, посвященный богине Исиде, с которой Клеопатра себя ассоциировала, стал настоящей сенсацией. Археологи нашли там золотые артефакты, статуи, монеты с изображением Клеопатры и, что самое интригующее, скрытые подземные камеры. Представляете, каково это – стоять у входа в туннель, который, возможно, ведет к гробнице последней царицы Египта. Но вот что странно. Раскопки сопровождались необычными событиями. Рассказывают о погодных аномалиях, внезапных бурях, которые останавливали работы, и даже о неких знаках, которые команда интерпретировала как предупреждение. И тут возникает вопрос. А не столкнулись ли археологи с чем-то вроде проклятия фараонов? Все помнят историю гробницы Тутанхамона, когда многие участники раскопок умерли при странных обстоятельствах. Может, и здесь что-то подобное? Конечно, скептики скажут, что это просто совпадение, но в Египте такие совпадения встречаются подозрительно часто. Еще одна загадка – смерть самой Клеопатры. По легенде, она покончила с собой, позволив укусить себя змеей. Но что, если это был не суицид, а политическое убийство? Некоторые историки считают, что Октавиан, будущий император Рима, мог устранить Клеопатру, чтобы укрепить свою власть. А змея? Возможно, это просто красивая история, чтобы скрыть правду. Гробница, если ее окончательно раскроют, может дать ответы. Но пока мы можем только гадать. Дальше отправимся в Танис, древний город, который иногда называют египетской Атлантидой. Его руины, скрытые песками, хранят следы катастрофы, которая до сих пор ставит ученых в тупик. Представьте, мегалитические сооружения, колоссальные статуи, гробницы – и все это разрушено не просто временем, а чем-то гораздо более мощным. Археологи обнаружили, что некоторые камни в Танисе подверглись воздействию температур выше 1200 градусов Цельсия.
Это не просто пожар, это нечто, способное расплавить гранит. Но что могло вызвать такой жар? Естественные причины, вроде вулканов, здесь исключены. В Египте их просто нет. Есть несколько гипотез. Первое. Метеорит. Падение небесного тела могло бы объяснить и жар, и разрушение. Вторая. Война. Некоторые исследователи вспоминают легенды о греческом огне, хотя его состав до сих пор неизвестен, и вряд ли он мог создать такие температуры. А есть и более смелые теории. Например, что Танис стал жертвой некоего оружия, созданного высокоразвитой цивилизацией. Звучит как сюжет фантастического фильма, но когда видишь эти оплавленные камни, начинаешь думать: а вдруг? И еще один момент. Артефакты из Таниса, такие как статуи Рамзеса II, поражают своей точностью и масштабом. Как египтяне, жившие тысячи лет назад, создавали такие вещи? И почему город, который был важным центром, исчез так внезапно? Танис – это как пазл, в котором не хватает половины деталей. Теперь спустимся под землю, в шахту Осириса на плато Гиза. Это место малоизвестно широкой публике, но оно одно из самых странных в Египте. Представьте себе глубокий подземный комплекс, окруженный водой, с гранитными саркофагами, похожими на те, что в Серапеуме. Один из них датируется 3350 годом до нашей эры. Это задолго до строительства пирамид. Но вот что делает шахту по-настоящему загадочной. Во-первых, здесь зафиксирован повышенный уровень радиации. Почему? Никто не знает. Во-вторых, некоторые саркофаги покрыты свинцом, материалом, который используют для защиты от радиации. Случайность? Вряд ли. А еще гранит, из которого сделаны саркофаги, не встречается в Египте. Есть гипотеза, что его привозили из Европы, но как и зачем? Эти находки наводят на мысль, что шахта могла быть чем-то вроде древнего научного комплекса. Может, это была энергетическая установка? Или ритуальное место с какой-то неизвестной функцией? А вода вокруг саркофагов – это просто защита или часть системы? Пока мы можем только строить догадки, но шахта Осириса – это еще одно доказательство, что Египет скрывает гораздо больше, чем кажется. Дальше – Зоэт-эль-Аран, находка, о которой знают немногие. В начале 20 века итальянский археолог Алессандро Барсанти обнаружил под Каиром огромную подземную яму, заполненную гранитными блоками. А в центре – овальный полированный чан, внутри которого был странный черный осадок. Что это? Никто не знает. Чан выглядит так, будто его создавали с невероятной точностью, а осадок, по некоторым предположениям, мог быть остатками некой химической реакции. Одна из теорий гласит, что Зоэт-эль-Аран был частью гидравлической системы, связанной с Великой пирамидой. Может, это был резервуар для жидкости, которая использовалась в неких технологических процессах, или что-то совсем другое. Интересно, что Барсанти, открывший это место, вскоре исчез при загадочных обстоятельствах. Его записи пропали, а сама яма была засыпана песком. Совпадение? Возможно. Но такие истории только подогревают интерес к Зоэт-эль-Аран. Это как страница из книги, которую кто-то вырвал, оставив нам лишь намеки. И, наконец, Осирион в Абидосе. Место, которое переворачивает все, что мы знаем о возрасте египетской цивилизации. Этот подземный храм, вырезанный из розового гранита, выглядит как нечто из другого мира. Его L-образная планировка, массивные блоки весом в сотни тонн и следы водной эрозии указывают на возраст более 10 тысяч лет. Это старше, чем сами пирамиды. Но самое странное – вода в Осирионе. Она постоянно пополняется из неизвестного источника, и ее температура выше, чем у окружающих водоемов. Более того, некоторые исследователи, работавшие там, утверждали, что после контакта с этой водой у них улучшалось зрение. Звучит как легенда, но такие свидетельства есть. Осирион заставляет задуматься. А что, если это не просто храм? Может, это часть какой-то древней системы, энергетической, целебной или даже связанной с космосом? Ведь египетские тексты часто говорят о богах, которые пришли с небес. И если Осирион действительно такой древний, то кто его построил? Египтяне или кто-то еще? И вот мы подходим к главному вопросу. Что все это значит? Серапеум, гробница Клеопатры, Танис, шахта Осириса, Зоэт-эль-Аран, Осирион. Каждая из этих находок как кусочек пазла, который не вписывается в привычную картину истории. Традиционная наука говорит, что Древний Египет был великой цивилизацией с развитой культурой, но все же ограниченной технологиями бронзового века.
Но как тогда объяснить гранитные саркофаги, созданные с точностью лазера? Следы высокотемпературного воздействия в Танисе? Радиацию в шахте Осириса? Одна из самых смелых гипотез – это идея о том, что египтяне унаследовали свои знания от более древней цивилизации. Может, это была Атлантида, о которой писал Платон, или другая культура, исчезнувшая после глобального катаклизма. Ведь следы водной эрозии на Оссирионе и Сфинксе намекают на то, что эти сооружения могли пережить Великий потоп. Но даже если отбросить фантастические теории, остается факт – мы многого не знаем. И это не просто пробелы в истории, это вызов нашему пониманию прошлого. Может, египтяне действительно владели технологиями, которые мы потеряли, или они использовали знания, которые им передали. Друзья, как вы думаете, что скрывает Древний Египет? Были ли это утраченные технологии, инопланетное вмешательство или просто гениальность людей, которых мы недооцениваем? Напишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. И если вам понравилось это путешествие по загадкам прошлого, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Впереди нас ждет еще больше тайн, которые мы раскроем вместе. До встречи в следующем видео.